Друзья, привет, с вами Файоныч. Проверка связи, как меня слышно. У меня будет где-то примерно 12-20 минут, чтобы рассказать вам про самые главные, просто непотребные ошибки для тех людей, кто пользуется социальной сетью и хранилищем фотографий Flickr. Для кого это видео, друзья? Для тех людей, кто хочет развиваться в фотографии, стать или профессионалом, или любителем высокого уровня, кто хочет продавать свои работы, кто хочет продавать свое время, кто хочет вырасти, найти свой стиль, если еще не обрел, научиться фотографировать. Для всех это видео. И если вы досмотрите это видео до конца, то вы узнаете, какие самые страшные ошибки для развития своего аккаунта, поднятия своего уровня допускают или начинающие, или опытные фотографы, но не знающие, как работает Flickr. Итак, друзья, начнем. Настроение у меня сегодня вообще после вчерашнего происшествия с камерой. Но об этом отдельное будет видео. Сегодня я не буду погружаться, постараюсь, поскольку настроение у меня такое достаточно агрессивное, я и буду сегодня в этом ключе рассказывать на примере тех фотографов. Некоторые из них действительно ворвались во Flickr с очень высоким уровнем. Некоторые до сих пор пребывают в коме, в сонном состоянии, потому что они не посмотрели еще видео Фавионыча про ошибки во Flickr, по то, как работает Flickr, что нельзя делать, что можно делать, и вообще не определились, для чего им это нужно. Так что давайте начнем. Поводом для записи этого видео послужило несколько событий. Во-первых, кто следит за нашим телеграм-канал Фотоскоп, наверняка знает, что происходит, и следит за теми людьми, которые, так же как и Фавионыч, изучают эту платформу и не только. Наш давний друг и соратник по фото Сергей, который ворвался во Flickr и четко следуя рекомендациям Фавионыча, или не четко, по наитию. Да нет, конечно, не по наитию, друзья. Он все это видел уже, следил. И поэтому, когда осознанно открыл аккаунт, выбрал четкую стратегию. Стратегия была в том, что выкладывать фотографии с определенной частотностью, не хаотично. Поначалу, друзья, да, кстати, хочу вам сказать, что основным сегодня термином, который я буду упоминать, это понятие времени и действия. Время и действие – это две основных критерия, которые влияют на ранжирование алгоритмов самого Flickr. Собственно говоря, как остальных социальных сетей, в том числе и YouTube. Если вы только зашли, только создали аккаунт, который создается очень просто, об этом я записывал отдельное видео, как создать аккаунт, даже с планшетов можно это сделать, с телефонов сейчас. И даже если вы не оформили свою страницу, оставили эти заставки чаек этих дурацких, не поставили аватар себе, чтобы вас люди как-то отличали от просто безличных фотоаппаратов, нарисованных кистью или там компьютером. Даже на это у вас не хватило сил, внимания и средств вашего времени. Это ничего страшного, друзья. Потому что такие аккаунты до сих пор есть. И об этом можно сказать следующее. Есть огромное количество фейковых аккаунтов, которые используются для накрутки. Так вот, есть на моих глазах множество фотографов, которые накрутили себя почти до 100 тысяч подписчиков. Но если вы зайдете в их аккаунт и посмотрите, во Flickr эта информация полностью открыта. Наверху с левой стороны будут ваши подписчики, и второе — это на кого вы подписаны. Так вот, если вы эту цифру видите, десятки тысяч, то проверить достаточно просто, живые эти аккаунты или выдуманные. Тыкаете туда и смотрите, листаете, и увидите, если в списках есть аккаунты, в которых 0 фотографий, и если вы внутрь туда зайдете, увидите, что у них, у этих аккаунтов, нет фотографий, во-первых. Во-вторых, у этих аккаунтов, как правило, нет активности. И еще один признак: эти аккаунты или имеют невообразимое количество групп, это может быть сотни, тысячи, это 100% бот. Или второй вариант: эти аккаунты не имеют вообще никаких альбомов, ничего, ни групп, ничего. То есть это пустые аккаунты накрутки. Раньше это все сходило с рук, и такие аккаунты с большим количеством подписчиков,
с неактивными подписчиками, они продвигались, и регулярно люди попадали в Explore. Сейчас ситуация в корне изменилась, и поэтому я видел не раз, когда известные фотографы, которые забросили свой Flickr аккаунт, опять аккаунт, до такое состояние, что не следят, кто на них подписывается или какие боты. Ну, на самом деле, они знают прекрасно. Приходит к тому, что их мощные аккаунты, которые были в первых строчках в ленте Explore, о которой я рассказываю, что это такое, это главная лента Explore, 500 фотографий лучше всего света каждый день. Ну, соответственно, 180 тысяч в году. Для примера могу сказать, что количество фотографий во Flickr это уже миллиарды фотографий. Количество аккаунтов это, насколько я понимаю, это уже миллионы. Не просто миллионы, их много. Поэтому об этом я записывал, кстати, ролик о популярных камерах во Flickr, о популярных тенденциях, трендах. Но сегодня не про это. Оставим это на усмотрение этих людей, которые этим занимаются. А перейдем к самому главному. Вам же нужно развиться как фотографу. Поэтому что вам нужно делать и что вам не нужно делать ни в коем случае. Первое, я поставил именно это на первое место. Даже если вы не умеете красиво фотографировать, не умеете фотографировать интересно. А в современном мире именно интересные фотографии вызывают неподдельный интерес у зрителей и продвигают с помощью соцсетей. Так вот, первая ошибка – это неплохая фотография, которую вы выкладываете своего котика, криво снятые горизонты с домами, половинки людей отрезаны в кадре, ну и прочее. Перешарпленные портреты, похожие на трупов. Ну, об этом вы знаете, кто смотрит мой канал. Я говорю в терминах времени. Так вот, первая, самая важная ошибка, которую я сейчас поставил в 2023 году на первое место, в отличие от тех ошибок, которые я опубликовал в ролике 9 ошибок Flickr. Первая ошибка – это выкладывать сразу, одновременно, в доступе, в открытом, несколько фотографий. Это делал и Павел Март. Это делал и другие все, кто участвует в жизни нашего сообщества по Flickr. Я сам это тоже делал, друзья. Более того, я вам расскажу, что я намеренно сделал пару дней назад, когда мне подошел срок Flickr Explore. Но об этом чуть позже. Так вот, друзья, я настоятельно вам рекомендую прислушаться к этому. И ни в коем случае не выкладывать одновременно с интервалом минута-две несколько фотографий. Объясню почему еще раз. Когда вы это делаете, Flickr видит, что вы просто сохраняете фотографии. Вы не исследуете какую-то цель показать, что вы можете. Вы просто загружаете хранилище. Первый аспект. Второй аспект. В ленте ваши подписчики или новые люди, которые увидят эти ваши работы, не увидят фотографии целиком, увидят только блок, под которым не будет ни возможности отметить фотографии, лайка там не будет, ни возможности написать комментарий тоже там не будет. Поэтому для того, чтобы избежать того, что эти фотографии будут оценены Flickr как спам, ни в коем случае нельзя блоком делать. Интервал, насколько я помню, 15-20 минут. Но интервал зависит только от развития вашего аккаунта, от количества ваших подписчиков. Если у вас еще никого нет, то этот интервал может быть и час, и два. Потому что вашу работу, у вас нет еще подписчиков. И ленты людей, в которых вы показываетесь, еще нет. Представьте, что вы подписаны всего на 2 человека. Соответственно, и вас подписали на 2. Этот человек может выкладывать раз в месяц фотографии или раз в полмесяца. Поэтому, если вы блоком выстрелите, то вам и час, и 2 не поможет. Это первая основная ошибка, друзья. Ни в коем случае это не делайте, потому что этим вы, эти работы ваши, пусть они сделаны качественно, пусть они собраны и отобраны за многие годы вашего творчества, но если вы их выложили блоком, считайте, вы их отложили в помойку. Отсюда совет. Что сделать, если вы наступили на эти грабли и сделали это? Удалите эти фотографии. Ни в коем случае не закрывать их, не ставить ограничение доступа, удалить их из Flickr и заново через некоторое время выложить какую-то одну. Вот правило временное.
Именно так алгоритм поймет, что вы фотограф, а не просто человек, который использует как хранилище. Следующий пункт. Следующий пункт – это регулярность работы во Flickr. И здесь это касается не только выкладывания ваших работ, когда вам взбрело в голову, как делают некоторые пользователи, которых и мы все прекрасно знаем. Бросили аккаунт на полгода и потом заново что-то начали делать. И, кстати, Сергей писал, что я не хочу, чтобы мои фотографии попадали в Explorer, я не хочу, мне не нравится, то есть я не хочу, чтобы они были в ленте, я просто хочу их как бы открывать. Друзья, а что мешает вам при запросе от Explore группы, самой главной группы, в которой больше 100 тысяч подписчиков, это люди, которые попадают в эту ленту на регулярной основе. Когда вам приходит запрос, вы можете отказаться, и ваша работа в эту группу не будет добавлена. Группа и фотографии из группы Explore не удаляются. Их там миллионы, сотни миллионов. Это лучшие работы, которые отбираются с годами. Со временем эти работы вас будут продвигать. И чем больше у вас работ в Flickr Explorer, тем выше поднимает ваш рейтинг и показы, количество подказов. А для чего вам нужны показы? Для того, чтобы найти клиентов, для того, чтобы нужно найти арт-галереи, кураторов, которые вам будут продвигать ваши работы. Если вы не знаете об этом, смотрите ролики по Ионычу. Следующее. Итак, какую черту мы подведем? Именно то, что вы не хотите, чтобы вы использовали ленту Explore. Хорошо, не используйте. Выкладывайте все это в хаотичном варианте. Сегодня взбрело, завтра еще 5 фотографий или 20 сразу. Но в этом случае вы тогда будете играть в рулетку, во-первых. Во-вторых, вы не освоите самый главный принцип, о котором я рассказываю, который был многие годы скрыт. И только благодаря роликам Фавионыча это стало известно о том, что существует некая волна, попадание в которую она цикличная волна, имеет определенный хронометраж. И если вы будете следовать советам Фавионыча, то вы будете каждый 15-16 дней, от 16 до 22 раньше, сейчас каждые 16 дней, у кого какой цикл, попадать в эту ленту. Я повторяю, каждый раз на протяжении многих лет можете посмотреть мою статистику, открыть мой аккаунт и посмотреть, что каждые 16 дней, за редким исключением первых фотографий, которые сделаны 5 лет назад, когда я еще не знал этот алгоритм, он менялся постоянно, и я путем моих экспериментов, путем сотен тысяч часов, проведенные в этой соцсети, я это все открыл, выявил алгоритмы, определил, что нужно для этого делать, что не нужно делать, как с этим связана геолокация, работают ли теги, работает ли описание, работает ли, в каких жанрах вы снимаете, какие особенности, чтобы выстрелить сразу же. И я сегодня хочу привести в пример молодого фотографа, который я обнаружил буквально неделю назад. Обнаружил каким образом? Опять-таки в ленте Explore. И это является инструментом для того, чтобы вас узнал этот мир. А напоминаю, что регулярно посещают ленту Flickr. Это самая популярная соцсеть для фотографов. Регулярно посещают миллионы в месяц. Поэтому, друзья, я нашел этого фотографа. Это молодой человек, во всяком случае аккаунт оформлен как молодого человека в возрасте, я так думаю, что 14, может быть даже меньше, 12 лет, который снимает на разные камеры. Ну, разумеется, родители там, я думаю, участвуют. Он снимает на пленку. Фотография, которая была в ленте Explore, это просто фотография камер, которую он собирает. Там была смена 8М, Агат, Pentax, ну еще какие-то камеры. И вот меня заинтересовало, когда я открыл остальные работы этого мальчика, можно сказать, молодого человека, я был поражен, честно говоря. И в первую очередь, разумеется, мастерством. Этот молодой человек работает в жанре черно-белого стрита. С одной стороны, это очень сложный жанр, с другой стороны, он требует определенной техник, которые доступны только людям, которые пользовались пленочными фотокамерами. Поскольку этот человек начинал с пленочных фотографий, я так понимаю, и активно, или во всяком случае увлекся ими, зовут его Сава, фамилию не помню, но в Телеграме я ссылку оставлю, и под описанием этого ролика тоже.
У него немного подписчиков, но его работы совершенно невероятные. Здесь вполне вероятно, что сказывается то, что он молодой. И поэтому люди, которых он фотографирует, не шарахаются от него как чумного. Они все улыбаются, некоторые с такими сильными эмоциями. Я представляю, видят такого мальчика, который снимает в открытую в Москве, в центре, в других местах. Все фотографии действительно живые, абсолютно живые, поэтому будущее у этого автора светлое. Но, что я обратил внимание? Ну, во-первых, после того, как я подписался, он начал тыркать постоянно на все мои фотографии с интервалом там несколько долей секунды, и там несколько сотен протыркал лайки. Это тоже не очень хорошо, но не очень хорошо не для моего аккаунта, которого заставили лайкать, ну как бы, который залайкался, а для его аккаунта, потому что, с другой стороны, на эмоциях понятно, что человек может совершить массу всяких интересных, необычных вещей, но самое главное не это. Я написал комментарии, он написал комментарии. Самая страшная ошибка, которую он допустил, ошибка номер 1, друзья. Вернемся к ней опять. Он выкладывает блоками там иногда по 4 фотографии, иногда по 8. И, ох, сегодня какие птицы здесь. Ух. Да, я сегодня выложил свой видоискатель, но камеру оставил. В принципе, можно попробовать снять и без видоискателя. Стрит какой-то. Интересная очень сценка сейчас здесь разворачивается. Чайка сидит рядом с уткой на бревне. И это выглядит, конечно, необычно. Но поскольку сегодня темно, у меня тут стоит еще отсрочка после вчерашней фотосессии. Так, но я стоп не буду нажимать, друзья. Переключу сейчас на большую чувствительность. Побольше сделаем, 800. И попробую эту сцену снять. Да, круг замкнулся, как говорится. Ну да, тут можно некий арт даже делать. На десяточке. На десяточке это будет, да, 1,640. Ну, слушайте, очень даже неплохо для десяточки. Так вот, пока я тут прыгаю по углам без видоискателя, жалко, что нет видоискателя, потому что там утки на самом деле с чайкой очень необычно сидят. Ух, да, сегодня такое настроение граничащее, но мой депресняк после вчерашней истории с камерой, может быть, пройдет. Сейчас я подкрадусь. И, кстати, здесь краснолапых тоже вижу. Краснолапых. Вот какой интересный ракурс я нашел. Не попадает. И здесь, кстати, не только но еще разного вида чайки. Да, здесь, конечно, без видоискателя будет сложно очень. Здесь нужен видоискатель, который я сегодня не взял принципиально. Ну ладно, что делать? Придется пропустить. Так вот, друзья, отвлеклись. Я это выражу. Наверное. Кому интересны мои подкасты. Так вот, ошибка номер 1, да? Это блоки из фотографий. Ошибка номер 2 связана с периодичностью, с вашей активностью во Фликере. Есть люди, которые только выкладывают, ничего не общаются, не смотрят чужие работы, не отмечают. И самое главное, не пишут комментарии. Но это вообще такая глобальная ошибка. Из серии я там выложил одно видео на YouTube, да, и там все, миллион оно набрало, там миллионы подписчиков пришли. Так практически все так думают, что я такой пионер, я такой Д'Артаньян, лучше всех все делаю. Выложу сейчас бомбически смонтированное видео, и оно там зайдет сразу же миллионами, и все будут его смотреть. Не будет такого никогда, не будет даже с теми людьми, которые очень известны. Так что вот. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, друзья, то, что обещал. Я сменил свой ритм выкладывания фотографий во Flickr. У меня были там варианты, когда я и по несколько десятков промежутки между 15 днями выкладывал, но заранее подготовившись, зная этот цикл 48-часовой,
про него я рассказываю в своих видео. Я подготовил одну единственную работу, которая будет выставлена после последнего моего захождения во Flickr Explorer. Это была работа в черно-белом варианте, была предыдущая, снятая в парке 300-летия, посвящена она Николе Тесла. Ну, посмотрите, увидите ее, она сверху. Так вот, следующая работа, которую я выбрал, у меня был два варианта. Один вариант это, опять-таки, связано с игрой света. Это стол с лучами света в технике Color, это который я рассказываю. О, какие здесь черные красивые. И вторая работа, основная, это такой стрит непостановочный, где официант отвернулся в сторону реки. С левой стороны красиво украшенный стол с цветами, которые мы с вами вместе, кто смотрит мои короткие ролики, составляли эту композицию. Как ни странно, я это все сделал правильно. В эти 48 часов до моего срока Flickr Explorer выложил все это, открыл, но